Привет! Добро пожаловать на канал о криптовалютах Хомячок. Сегодня я расскажу о довольно молодом, но амбициозном и многофункциональном проекте. И, пожалуй, на сегодняшний день я не знаю более проектов с таким количеством видов заработка для его участников. Как мне кажется, этот выпуск получился очень насыщенным и интересным. И я буду рада, если ты досмотришь его до конца и оценишь мои старания, поставив лайк и написав комментарий. Но все, не буду более держать интригу. Приятного просмотра и поехали! В последнее время все больше популярности набирают децентрализованные биржи. Сокращенно их называют DEX. Сегодня мы поговорим о преимуществах и недостатках таких бирж, а также подробно рассмотрим DEX-площадку BSwap и ее токен BSV. DEX – Decentralized Exchange – децентрализованная биржа с использованием смарт-контрактов, технологии распределенного реестра, где торговля осуществляется без привлечения третьих сторон, и участники сами контролируют свои средства. Принцип торговли простой. Используя блокчейн, площадка находит продавца и покупателя, которые взаимодействуют и осуществляют сделку с необходимыми криптовалютами. При обменах активы никогда не удерживаются на счете биржи, а транзакции – это не только сама покупка, например, и запрос на покупку или отмену заказа, совершается на основе смарт-контрактов и записывается в блокчейне. Согласно данным CoinGecko, объем торгов на децентрализованных площадках составляет почти 4,5 миллиарда долларов в сутки. Это 4,5% от торгов на всех биржах, включая централизованные. Какие же есть преимущества у DEX-площадок и почему они становятся так популярны? DEX не хранят средства и данные пользователей, поскольку у них нет единого хранилища для доступа ко всем средствам. Все монеты хранятся и принадлежат только трейдеру, если, конечно, не пользоваться фармингом или стейкингом. У DEX нет возможности заморозить твои активы, ограничить вывод средств, потому что все твои средства хранятся на твоем кошельке. Регуляторы не могут закрыть DEX благодаря использованию технологии распределенного реестра, когда каждый узел в блокчейне действует независимо от других. Конфиденциальность. Пользователям не требуется проходить верификацию. Ты никому не передаешь свои данные, что минимизирует риски получения доступа к твоим активам третьими лицами. Более простой интерфейс. Не требуется регистрация, не нужно указывать свои персональные данные, почту, телефон, заниматься настройкой безопасности аккаунта. Доступны дополнительные инструменты для заработка, такие как фарминг и стейкинг. К минусам DEX-площадок относятся следующие моменты. Несколько ограниченный выбор валют для торговли по сравнению с централизованными биржами. Кроме того, у тебя, конечно, будет возможность купить, продать условный биткоин, но это будет не совсем правильный биткоин, так как он находится в сети, в которой работает сама биржа, например, Ethereum либо Binance Smart Chain. Безусловно, актив будет присутствовать на твоем кошельке, но ты не сможешь отправить монету в сеть биткоин. Переводы возможны только внутри сети, в которой работает сама биржа. Сейчас активно разрабатываются мосты между разными блокчейнами, но пока технология еще сырая. Следующий момент – отсутствие многих опций для трейдеров, таких как маржинальная торговля,
отложенные ордера, стоп-лоссы и прочее. Отсутствие возможности обмена фиатных валют. На такую биржу не получится завести или вывести с нее гривну, доллар, рубль. Еще из слабых сторон это скромная ликвидность, проскальзывание цены на крупных обменах. То есть реальный курс, по которому ты обменяешь средства, может быть несколько хуже, чем он отображался изначально. А теперь поговорим о DEX-площадке BSWAP. Децентрализованная биржа BSWAP была запущена в мае 2021 года. Скоро ей исполнится 1 год. И среди главных преимуществ над конкурентами я хотела бы отметить комиссию за сделки, которая составляет всего лишь 0,1%. Очень приятный, понятный и удобный интерфейс. Гибкая трехуровневая реферальная программа. Ты можешь получить 10% от комиссий за обмены, 5% от наград за фарминг. Также можно настроить, чтобы часть вознаграждения начислялась твоему рефералу, которого ты приведешь. Высокие годовые проценты за фарминг. Чтобы начать зарабатывать, достаточно выбрать пару, например, BNB, BSV, заморозить обе монеты в пуле в одинаковом эквиваленте к доллару. Более подробно о фарминге я расскажу в следующих выпусках. Поддержи эту инициативу в комментариях. Из сильных сторон еще можно выделить высокие проценты за стейкинг BSV. Замораживаешь монеты на любой срок и получаешь ежедневную прибыль. Наличие собственной NFT игры по мотивам нашумевшего сериала «Игра в кальмара». Marketplace, где продаются игроки и автобусы из игры и другие NFT-шки. Кстати, любой пользователь может выставить на продажу что угодно в рамках аукциона или с фиксированной ценой, а комиссия всего 1% от продаж. Кэшбэк комиссий, уплаченных за обмен валют. Регулярное голосование по дальнейшему вектору развития проекта. Принять участие может каждый пользователь. Например, недавно выбирали между блокчейнами Phantom и Avalanche. Это сеть, которая будет работать без BSWAP, помимо Binance Smart Chain. Phantom набрал 53% голосов, и теперь команда работает над его внедрением. Мне очень импонирует такой подход в разработке и развитии платформы, когда учитываются пожелания комьюнити, и каждый пользователь чувствует себя причастным к совершенствованию проекта и вовлечен в сам процесс. Теперь пройдемся по фундаментальным показателям BSWAP. У проекта очень мощная комьюнити. 257 тысяч читателей в Твиттере, 48 тысяч подписчиков в новостном телеграм-канале, 83 тысячи участников в общем англоязычном чате, 5400 участников в русскоязычном чате, больше 113 тысяч холдеров монет BSV. Суточный объем торгов порядка 100 миллионов долларов. Всего в пулах заморожено больше 500 миллионов долларов, а в декабре эта цифра достигала 1 миллиарда. Площадка регулярно входит в первую десятку по суточным объемам среди всех проектов, которые работают на Binance Smart Chain. BSWAP регулярно также проводит сжигание монет. Суммарно выведено из оборота больше 26 миллионов токенов BSV. Подобную стратегию использует и Binance со своим токеном BNB, что способствует его стабильности и устойчивости. Кстати, BNB дал почти 5 иксов в 2021 году. 21 марта этого года случилось знаменательное событие, которого все так долго ждали.
листинг токена BSV на Binance. Дополнительно монета появилась на биржах GTO, Bybit, что говорит о признании проекта и большом будущем. BSWAP постоянно инициирует новые партнерства и коллаборации. Из последних. Токен BSV появился на DEX бирже PancakeSwap. Это прямой конкурент BSWAP с огромной капитализацией и пользовательской базой. На Pancake можно торговать BSV, а также заморозить внутренний токен Cake и получать награду в BSV. MH Ventures инвестировали в BSWAP. Реализована совместимость с кошельком Huobi. Партнерство с MMORPG игрой Outer Ring. Сотрудничество с MVL мобильной экосистемой блокчейна с более чем 1,5 миллионами пользователей в Юго-Восточной Азии. Также BSWAP создали фонд поддержки Украины, за что им огромное спасибо. А теперь давайте рассмотрим подробнее токен BSV. Что с ценой и какие прогнозы. Сейчас он торгуется по 65 центов. В обращении 253 миллиона монет. Максимальная эмиссия ограничена и будет выпущено 700 миллионов. Для сравнения, главный конкурент Pancake торгуется по $7. В обращении почти 280 миллионов монет и бесконечная эмиссия. То есть в будущем может быть выпущено и 1 миллиард токенов. Обратимся к дневному графику. Цена уже дважды, в августе и в декабре, подходила к уровню $1.80. Пробить его не удалось, он выступает с сильнейшим сопротивлением. В декабре хороший буст дал запуск игры в кальмара, которая обещала бешеную доходность и окупала вложения за 1,5 месяца. Потом было 3 месяца затяжного падения к локальному дну в 30 центов, отчасти из-за плохого состояния всего криптовалютного рынка. И вот листинг на Binance оживил BSV. С 40 центов в моменте доходили до $1.30. Сейчас важно закрепиться над желтым уровнем 68 центов, что даст возможность планомерно пойти покорять новые вершины. Я считаю, монета способна еще раз протестировать уровень в районе $2. Именно там я начну фиксировать прибыль. Если BSV уже торговался по $1.80, причем без листинга на биржах, то ему под силу это сделать еще раз. Текущие цены хороши для осторожного входа частями. Прямо сейчас наблюдается откат на фоне сильного пампа. Многое, конечно, зависит и от биткоина. И если он сейчас пойдет корректироваться, то BSV не устоит и посыпется. Кстати, недавно на канале у меня был локальный обзор по биткоину. Можешь посмотреть. Для того, чтобы начать работу с биржей BSWAP, достаточно установить на телефон либо на компьютер кошелек MetaMask или Trust Wallet. Далее заходишь на bswap.org и нажимаешь на кнопку Connect Wallet – подключить кошелек. И все, твой кошелек подключен и готов к работе. Резюмируя, как видим, BSWAP – молодой и амбициозный проект с набором возможностей, которых не представляет ни одна другая DEX-площадка. У биржи мощнейший фундаментал, отличная комьюнити, сильная и профессиональная команда, которая успешно выполняет ранее намеченные цели и задачи. Но, правда, есть некоторые нюансы. Ежедневно в оборот поступает около 500 000 токенов, и это оказывает давление на цену токена BSV. Сжигания стали проводиться реже.
админы сохраняют анонимность. Мы не знаем, кто стоит за этой биржей. Игру в кальмара хорошо распиарили YouTube-блогеры. Она давала слишком большую доходность за счет некоторых хитростей, которые не закрывали умышленно. Когда много людей присоединились к игре, выплаты урезали, причем несколько раз, и запустили версию 2.0 с еще более низкой доходностью, что, конечно же, вызвало бурю негатива и недовольства у пользователей. Также админам пришлось снизить доходность по Robis NFT, которые приносили ощутимый пассивный доход, что, конечно, не добавило лояльности проекту. Не сомневаюсь, что эти шаги пойдут только на пользу в долгосрочной перспективе, но осадочек остался. Ребята, напишите в комментариях, стоит ли делать выпуск по фармингу и стейкингу, а также будет ли вам интересен обзор других DEX площадок. А кто подсел на игру в кальмара от Biswap, могу поделиться лайфхаками. У меня довольно хорошие результаты. В общем, жду мега активности в комментариях под роликом. Ну, а у меня на этом все. Всем спасибо за внимание и до новых встреч. Пока!